О женщине в условиях военного конфликта, в принципе, можно говорить очень много уязвимостей, даже если отбросив ВИЧ-инфекцию и употребление наркотиков. Больше половины из них не хватает денег даже на еду. Но это фундаментальная потребность, которую женщина не может обеспечить, просто быть сытой. О каких других вещах можно дальше говорить? О каких там правах человека, доступа к медицине? Как может себя чувствовать женщина наркозависимая, которая в принципе живет закриминализированная, застигматизированная, а тут ей надо бросить все, ехать, бросать дом и ехать на новое место, заново строить свою социальную или антисоциальную жизнь, при том, что ей нужно больше ресурсов. У нас одна девушка на интервью говорила, что хозяин квартиры, которую она снимала, имеет родственников в полиции. И те по базе пробили, что она судимая. И пришли, сказали: а что ж ты нам не сказал, что ты судимая? У тебя стресс от войны, и тут еще полиция тебя называет сепаратисткой и считает, что только потому, что ты из Донецка, ты представляешь угрозу почему-то. А если еще, не дай бог, ты освободилась из тюрьмы, которая на той стороне со справкой, с флажком и символикой так называемой Донецкой республики, тебя тут будут несколько лет проверять и не давать спокойной жизни. Поэтому это очень, очень много наслаивается, и война это... Даже у меня прям всегда взрыв эмоций от слова «война». Это очень страшно проживать. Очень много наших клиентов наркозависимых, и женщин в том числе, били, сажали в подвалы в 14-м, вывозили на строительные работы, то есть они тупо рыли окопы, но женщины готовили, да. Причем все наши клиенты, вот в один голос, а клиенты у нас разные были, все говорили о том, что так как били они, не бил никто и никогда. Хотя, опыт там у них был большой и разный. Каждый раз, когда я там беру интервью или приходит соцработница, рассказывает очередную историю про женщин, которых просто угнетают много лет и которая не может выйти из этого круга насилия, потому что у нее нет ресурсов, нет, как мы это называем, эмпауэрмента, нет знаний, нет поддержки, много системных факторов, и еще плюс общество, которое так построено на этих всех стереотипах. Иногда хочется прям вот просто кричать в подушку. И самое опасное, когда вот проецируешь, что вот я не могу всем помочь, а хочется же вот как можно больше, чтобы женщины перестали страдать. И это тоже какие-то вот накладывает отпечатки на это все. На самом деле любой военный конфликт, да, ухудшение социальной ситуации, оно так или иначе влечет за собой повышение уровня насилия. А тут мы имеем переселенку, наркозависимую, с ВИЧ. Самое страшное, что им некуда идти. То есть если у меня еще есть дети, то есть если я в зависимости, с набитым глазом, с маленькими детьми окажусь на улице, мне некуда идти. У нас есть клиентка, которая прожила 3 дня на ЖД вокзале с 2 маленькими детьми, потому что ей просто некуда было идти. Нельзя сказать, что я прям уже совсем к этому привыкла. До сих пор больно, до сих пор плачу. Бывает, даже выступаю на больших конференциях и не выдерживаю, плачу во время выступлений. Прошу, чтобы меня слушатели извинили. У меня нет рецепта, что с этим делать. И в то же время это мой выбор. И раз уж я выбрала себе такое занятие, и я понимаю, что я работаю с болью, и все, что я могу делать, это мои действия на то, чтобы ее уменьшилось. И самое худшее, наверное, это равнодушие или как-то делать по шаблону, по накатанной. Это, наверное, это худший вариант.
Я жила в Донецке всю жизнь, и мне пришлось оттуда уехать, потому что началась война, и наша организация, мы вывели ее в Краматорск, там перерегистрировали, но все, с кем я работала, они уехали в 2014 году, поскольку у Светы, у Наташи мужья пошли воевать за Украину, и им необходимо было выехать, потому что все закончилось бы гораздо хуже. Мы старались оставить там какую-то часть организации для того, чтобы помогать тем же людям, которым мы помогали, но там, во-первых, нет законодательного поля, и я думаю, и до сих пор не принят закон про неправительственные организации. И я работала там на обычной справке от министерства, которая говорила о том, что я изъявила желание зарегистрироваться, но пока нет закона, значит, я там работаю по этой справке. Что дало возможность полиции, ДНР говорить о том, что пока у меня нет статуса неприбыльной организации, они меня считают прибыльной, а значит, добро пожаловать с подарками. Из-за этого у нас закрылся один офис. И в дальнейшем, стало тяжело, потому что, ко мне было больше внимания, чем нужно было бы. И даже та же полиция, мы раздавали шприцы, они часто угрожали тем, что они сделают закупку прямо на территории офиса. И все это вместе суммировалось, и и более того, я сорвалась, я снова начала употреблять. И, конечно, я там была одна. И поэтому я выехала в Краматорск, потому что здесь все те, с кем мы работали, и мне здесь легче. Чем жизнь мужчины, потребителя, отличается от жизни женщины-потребительницы? Наверное, все-таки женщинам, опять же, говорить про себя, у меня не было никогда такого опыта, чтобы, предположим, из-за наркотиков жить с мужчиной или, как-то наносить себе ущерб, в моем понимании. Я всегда старалась, я всегда знала, что наркотик мне нравится, и я сама должна контролировать, он у меня должен быть, а не у кого-то, чтобы я у кого-то просила. А если взять в глобальном смысле, как девочки, то да, конечно, им сложнее, потому что многие живут с барыгами из-за этого, многие терпят физическое насилие, не только физическое. С полицией очень серьезные проблемы, у женщин, у них отнимают детей, они много всего терпят из-за наркотиков. Когда меня посадили, и на самом деле мне вменяли статью распространения, хотя у меня там было немного травы, и на самом деле посадить хотели сожителя, с которым я жила. Из-за того, что я не подписывала документы о его торговле, о том, что он торговал, 7 месяцев они... 7 месяцев меня заказывали на РОВД, они били меня, и в итоге они отбили мне селезенку, что, в общем-то, тогда... дало мне возможность освободиться, и они перебили статью распространения на употребление, и, в общем-то, это все закончилось, меня освободили. И были такие случаи с мужчинами, что там один из сожителей, они все так как-то сильно ревновали, но были такие мужчины, которые, один обварил меня кипятком, чтобы я не выходила, но у него еще было желание влить меня кислотой, такое, он не смог этого, что ли, сделать, не успел. Я уже тогда работала в Светанке, и как-то, мы отдалились друг от друга. В общем-то, мы почти сразу разошлись, когда я пришла в Светанок. Когда это все происходит, я, наверное, даже не совсем понимаю, что это насилие. И я только сейчас начала понимать, что я не всегда вообще ассоциирую себя с жертвой. В эти моменты, у меня я много раз так думала, что у меня в голове такое, что пусть это будет мой последний день, но я там должна догнать, добить и только потом уже, когда я разговариваю, с близкими своими людьми, потому что, как правило, это все происходит или с употребителями, на той стороне, где, нет людей моего первого круга. И только тогда я понимаю, что это действительно было насилие, и оно было в отношении меня, что ли гордость мне не позволяет так сказать, или, не знаю. Когда это происходит в отношении клиенток, женщин, с которыми мне приходится работать, здесь, конечно, я помню и про законы, и помню, что такое насилие, и, несомненно, никто не должен этого терпеть, и никто не заслуживает на это. Тем более женщина, тем более мать
его ребенка или просто если у нее есть дети. И неважно, какая ты, ну что там с тобой, ну употребляешь, гниют у тебя ноги, стоишь ты на трассе, нет зубов, живешь в подвале, да какая разница вообще? Ну ты же не перестаешь быть человеком, да, мы же не перестаем быть как там гражданами, да, там этой страны. Ну мы же продолжаем ими быть, но нам же никто не дает какие-то, нет у нас никаких рамок, что если у тебя там, я не знаю, там ты живешь в подвале, ты больше не гражданин или ты собака. Ну, такого же нет, дед. Ну а в чем дело? Значит, это все для всех. Просто надо брать и делать. Родилась я в Константиновке. Детство мое прошло хорошо, ну, как у вам, нормальная семья у меня была, родители работали, папа, мама. Ну, все как у всех, школа. Был такой момент, в гости мы собрались с родителями. Меня мама нарядила, одела белые колготки, новый плащ мне пошила. А у нас во дворе было, мы делали такие тарантайки. На подшипниках деревянные такая, садились и катали друг друга, и мы по очереди. И вот, так как я в гости собиралась, ребята меня без очереди пропустили покататься на этой тарантайке, но я, чтобы мама не видела, села в этих белых колготках, в новом плаще, ну и меня ж ребята толкают. Слышу, так потянула меня назад, в общем, короче, труба моему плащу, весь в дырках, побежала, упал плащ под колесо, под этот подшипник, и получилась дырка. Мы с подругой пошли зашивать, чтобы мама не заметила. Ну, получила потом по шапке. А можешь вспомнить 14 год, когда война началась, как ты об этом узнала, как вот все произошло? Бомбили здесь, это уже взрывы были, я не знаю, у нас там на Красногорке и градом нас накрывало, было такое, что я мужа похоронила только, ну, предыдущего умер. И лежала, постелила себе, ну, сильно уже начали бомбили сильно, постелила себе в коридоре, ночью встала, еще думаю, лянь, что так оно тихо сегодня. Только сходила в туалет, только лягла, и как начала так вот, фу-фу-фу, красное зарево, вот так нас градом накрыло, там пожары, там дома повзрывались. Ну, короче, я собрала сумку, быстрее Константиновку до мамы уехала, утром дождалась утра и уехала. Ну, тут бомбили очень сильно. Вот, и уже когда нас освободили, 5 июля, видела, когда колонны ехали на Донецк, маршрутки перекрывали движение, я как раз в Константиновке была. А страшно было вот такое время? Ну, конечно, город был пустой, мертвый, то есть все повыезжали, тихо, транспорт не ходил, очень вообще людей. На работу ходила я живу на поселке, на окраине города, и на работу ходили пешком, то есть транспорта не было, то есть на работу добираться 1,5 часа надо было идти пешком, потому что транспорт не ходил, город был мертвый, пусто, бомбили там, передавали там трупы, куда-то снаряд попал, ну, очень жутко и страшно было. Войска военные, да, ходили, как комендантский час был, то есть после 8 вечера на улицу нельзя было выйти, могли там документы там, ну, в общем, это проблематично было. А ты тогда употребляла, да? Употребляла, да. Ну, в связи с войной наркотиков в городе не стало, то есть как-то все это оборвалось, все бегали, искали, нигде не было. Только в Славянск надо было ехать. В Славянск опять это проблематично, это дорога, это опять надо идти искать. Вот. Потом появился метадон уличный, да. Кстати, он, ну, сейчас есть в Краматорске, сейчас, по-моему, до сих пор ездят в Славянск. У нас тут как бы так особо нет. Ну, какие у нас, ну, у женщин проблемы? Во-первых, достать, ну, купить пойти наркотик женщине сложнее. Мужчина как бы вхож везде, я не знаю, у него там больше знакомых, больше он как бы, ну, в этих кругах более он вхож, скажем так. Женщине сложнее достать. Колоть, допустим, у женщин вены слабые, бывает даже от рождения просто. У женщин ручки тоненькие, кожа тоненькая, вены дуют.
Первый муж меня тоже руку подымал на меня. Ну, не так, конечно, но были моменты, подымал руку. Ну, вот недавно я жила с человеком, но он просто кодированный несколько раз. И вот он если выпьет, он сразу другой человек, зверем становился. То есть было такое, что и битой по мне, гуляла бита по мне, кулаки, и бычки тушила об меня, и лицо бил, ну, и в милицию обращалась, и милиция его забирала на 2 часа, и через 2 часа отпускала, а он мне 2 окна выбивал. То есть окна летели. Да, бил. Моя работа связана, да, это профилактика ВИЧ-инфекции, да. Я как бы сама в этом, и хочу вот на своем примере, вот то, что можно жить полноценной жизнью, хочу об этом рассказывать окружающим, остальным, тем ребятам, которые только узнали о своем статусе. Хочу им сказать, что жизнь на этом не кончается, она продолжается, можно жить, рожать здоровых детей, иметь полноценную семью. Можно жить просто жить и кайфовать от жизни. В 2014 году подразделение «Бэтмен» было такое у нас в Луганске. Занимались беспределом, то бишь, отжимали все, начиная от машин, квартир, всего-всего. Выстрелили дверь, с мужем нас кинули в машину, поодевали пакеты на головы, позапшиковали диклофосом, кинули в машину, привезли туда на Машинститут. Там еще били, мужу в сердце ножом тыкнули, но не достали там ни до артерии, ни до чего, слава богу. Вот, зашивали ему леской, которая рыбу ловят, представляешь? Вот, я была беременная. Меня били так, ничем, как мужика, вот так можно сказать, даже если еще и не хуже. А я же, говорю, не бейте, я беременная, не бейте, я тебя сейчас, сука, вырежу вообще, типа, ты недостойна матерью быть, гады. 5 дней не давали ни кушать, ни воды, мы сливали с трубы, это как котельная была, Машинститут, это называлось, они сделали, первая городская тюрьма. И там как бы камеры поделали, а мы в какой комнате были? Это для особо опасных. Там и мозги размазаны, и гильзы, и вот так, это нам ужас. И там вот эти трубы такие здоровые, котельные, с вот такими вентилями, мы что-то воду оттуда пили. И я там просила кушать. Уже даже кто сидел там, уже ополченцы там сидели, как на губе, типа, что они уже просили, да дайте вы, девчонки, покушать, девочка беременная, что ж вы, говорит, это. Только на 5-й день дали они булку хлеба. А что случилось с твоим ребенком? Выкидыш. Это произошло прямо там, когда ты находилась у них, и тебе оказали какую-то медицинскую помощь? Это держали 10 дней, а потом, а папа мой стал меня искать. Везде обзванивают, нету. Мы женщин не держим. И приезжал, да, вот тоже приезжал туда, на этот Машинститут. Ему сказали, мы женщин вообще не держим. И папа уже обратился там к своему другу, к хорошему. И позвонил он, и вот это ж попросил, видно, вот это ж до нас. Ему сказали, да, есть, есть девочка беременная. Вот. И вот это на 10-е сутки, получается, нас отпустили.
Родилась и жила я в Луганской области, в городе Стаханов, а пришлось переехать только из-за того, что военные действия, то есть как бы я зависимый человек, и, ну, соответственно, стали возникать проблемы с этим, то есть, ну, как бы, ну, мне срочно надо было переходить на заместительную терапию, то есть, а заместительная только была на Украине, поэтому, как бы, мне пришлось переехать, и, соответственно, 5 лет я уже нахожусь в Северодонецке, проживаю в городе Северодонецк, и, как бы, живу там, работаю. Очень тяжело было принять решение переехать в город самой, как бы это, ну, родители остались там, то есть еще повреждена квартира, то есть, ну, как бы, ну, я все прекрасно поняла, родители в возрасте уже, ну, очень тяжело, конечно. Но сейчас я стараюсь, сейчас я и родителей перевезла сюда на данный момент, как бы, и, ну, сейчас на данный момент вроде бы как все стабильно, вроде бы без каких-либо нюансов происходит. Отношение к людям, которые употребляют наркотики, очень негативное. То есть с самого начала получалось как, что все, которые у нас были, там, как говорится, как вот, ну, люди, которые торговали, да, препаратами незаконными, то есть их сразу там перебили всех, то есть там не осталось никого. Или там поперебили, или позакрывали людей, то есть, там, ну, то есть там ужас, короче, какой творится. И до сих пор он творится, то есть беспредел полный, там, начиная от вообще там, ну, от всего, там, я же говорю, там, у нас ездят без номеров, машины без номеров, то есть у нас, ну, там вообще, у нас там полное самопроизволие, что хотят, то и делают, ну, они сами себе начальники, сами себе, я же говорю, командиры, то есть очень страшно было, конечно, у меня пятиэтажка, у меня прямо рядом возле пятиэтажного дома упал снаряд, то есть осколки все полетели, у меня побили стекла, то есть у меня 5-й этаж, у меня разбила крышу полностью, то есть ремонт, который был в квартире, да, вот 3-комнатная квартира, у меня и дача, но дачу не коснулась, но я же говорю, а квартира именно полностью, ну, полностью нужен ремонт, полностью, всей квартире, потому что жить там нереально сейчас на данный момент. На оккупированной территории очень сложно девчонкам, очень сложно, мне кажется, потому что я, во-первых, я сейчас на данный момент даже не знаю, вот я уже давно не была там, я даже не знаю, там, какие там схемы, что принимают, какие они препараты принимают, то есть какая помощь им, ну, скорее всего, я же говорю, я не знаю даже там вообще, как они там существуют там сейчас на данный момент, ну, очень тяжело, мне кажется, очень тяжело. Тяжелее, намного тяжелее, чем здесь, это 100%. У меня была такая история, когда ну, я заболела воспалением легких, и, получается, я попала в больницу, и у меня просто не могли взять кровь, хотя, ну, я до сих пор не могла, я им, ну, там было, как, ну, просто я не знаю, что им мешало это сделать, ну, то есть, ну, конечно, отношение было такое, что там, ну, ты же знаешь, что там, что у тебя там, да, как ты наркоманка, как ты не можешь взять, может, ты сама у себя возьмешь, как ты не можешь взять сама у себя кровь, ну, это кому ты рассказываешь, да я, ну, там, главврач, да я сейчас сам у тебя возьму, там, с паха, то есть, он настолько там такое было, что впоследствии, когда я заболела 2-й раз, ну, я уже не хотела идти лечиться в эту клинику, так как я понимала, что я не хочу сталкиваться и видеть даже этих людей. Ну, для меня это было, ну, я же говорю, может, еще такое морально какая-то подавленность была, что я же говорю, что мне не хотелось даже туда обращаться. Я думала, что будет, то будет. Я буду лечиться дома, буду колоть сама уколы, но я же говорю, ну, вы сами же понимаете, что без врачей все равно ж никуда, как ни крути. Что в любом случае нам приходится с ними сталкиваться, приходится это все делать. Ну да, такие вот моменты, и таких моментов, я же говорю, у нас очень много. Которые девочки рассказывают, даже там вот, ну, знакомые, да, то есть там, которые приходят и, ну, они в шоке просто, когда узнают, там, она показывает там язву на ноге, а они сначала говорят, у тебя госпитализация, то есть мы тебя на дневной стационар, только они говорят там о сопутствующих там хронических, вернее, заболеваниях, то есть они сразу же кидают документы, кричат, нет, вот мы тебе мазь написали, иди лечись дома, то есть, ну, как бы, это что же, ну, сразу ясно и понятно, что причина всему, что? Это статус в первую очередь. Кто-то скрывает это от своих родителей, кто-то скрывает это от своих родных и близких. То есть, ну, как бы я же говорю, в маленьких городах, где друг друга все знают, то есть она лучше будет сидеть дома, она лучше будет умирать от этого герпеса или там от чего-то, но она не пойдет в поликлинику, чтобы, ну, никто не узнал о ее статусе, как бы. А ты почему такая смелая и такая открытая, как ты ничего не боишься? Да, ну как это не боюсь? Боюсь, конечно, я же девушка, как это не боюсь? Ну, я не знаю, но если я уже столкнулась с этой проблемой, мне с ней жить дальше. Я понимаю, что если ничего не менять, что это будет все идти еще хуже и хуже. Ну, если кто, как не я, там, или
ну, покажет даже тот пример кому-то другим девочкам, да, что можно так делать, и можно поменять все это в корне, если только захотеть. Ну, кто-то же должен быть началом. Ну, в первую очередь, мне кажется, надо принять себе это все, пережить, принять, и потом уже открыто говорить об этом. А так, ну, других вариантов я не знаю. Очень бы хотелось бы мне даже, я говорю, в дальнейшем, если все, дай бог, все у меня наладится, я говорю, чтобы взять позитивного ребенка, допустим, да, вот, которых очень много сейчас деток таких, очень хотелось бы ну, хоть что-то дать кому-то. Свое уже, если, как говорится, ушло, но быть кому-то полезным хочется в первую очередь. Мы организация, которая разбросана по всей Украине из-за военного конфликта. И нам не хватает встреч в том составе, который был до войны. И реально нам очень помогали те проекты, которые давали ресурсы хотя бы встречаться и вместе плакать. Потому что мы вместе пережили много трагедий, связанных с военным конфликтом, с войной, личные трагедии. Там, в целом, война это ж намного больнее и страшнее ВИЧ-инфекции и там, наркотиков, потому что она очень, кроме боли, смерти, она еще несет внутри, взращивает какую-то ненависть. И для меня очень страшно было, что, не дай бог, эта ненависть во мне меня съест. И это тоже был вызов, как выжить в войне без этой ненависти. И Светанок в этом очень дорог, потому что мы прошли этот путь вместе. И хотелось бы, чтобы этот дух никуда не ушел совместный, который, я надеюсь, мы еще не растеряли, несмотря на все трансформации, несмотря на то, что нас раскидало по всем регионам Украины. И не только, наверное. И если говорить какие-то профессиональные вещи, очень важно, чтобы мы оставались настоящей комьюнити-организацией. Очень важно, чтобы мы оставались голосом именно тех людей, которые, я не люблю слово маргинальные, но придется их употреблять, да, которые выброшены за борт тех услуг, которые доступны людям, которые в социуме. И хочется, чтобы мы все-таки меньше напрягались с поиском ресурсов для того, чтобы поддерживать нашу деятельность. И чтобы это были не просто услуги, чтобы это была адвокация, чтобы это было про права, чтобы это было про изменение системы. И чтобы мы наконец-то дожили до того момента, когда ВИЧ-позитивные люди, люди, употребляющие наркотики, не были так криминализированы, стигматизированы, могли в обществе выйти с открытыми лицами и жить свободно и в достоинстве. А если о личной мечте, ну, не знаю, хочу, чтобы семья опять собралась, потому что вот моя семья, мои друзья, чтобы мы... У меня есть хороший друг, он родом из Луцка, а в самые тяжелые времена, вот как это ни странно, я звонила именно ему. И вот он сказал хорошую фразу: ну не плачь, как бы, вы не рядом, но вы вместе. Вот я правда очень хочу, чтобы мы не просто были вместе, мы были рядом.